Друзья, намаскар. Недавно мне написали вопрос, что такое кармическое очищение и как его достичь. Хочу несколько слов сказать на эту тему. Во-первых, нам нужно понимать, что карма, мы это часто слово слышим и употребляем, что это такое объемное понятие. Карма бывает созревшая, бывает несозревшая. Бывает карма вселенская, которая связана с движением планет, светил, галактик. Мы ее можем и должны знать, но никак не можем повлиять на нее. Мы не можем повлиять на смену времен суток, на смену времен года, на смену эпох, так называемые юги, когда мы вращаемся, наша Солнечная система, вокруг галактического центра, и меняются потоки излучений, то есть вибрации меняются, и многое что меняется на планете Земля, вплоть до смены континентов. Вот. Нам бы это хорошо знать и учитывать, но повлиять мы на это никак не можем. Есть большое колесо нашей кармы, то, что мы с вами наработали за тысячи жизней и перерождений. Вот. И есть малое колесо кармы, это то, что мы причинно-следственную связь нарабатываем в этой жизни, сейчас, в этом воплощении. И это малое колесо, оно как рулевое колесо на трехколесном велосипеде, оно наиболее важное. То есть вы можете как улучшить свою судьбу и карму, а можете и накосячить еще больше, повернув не туда. Так вот, кармическое очищение, оно происходит, когда мы произвели какие-то действия физические, словесные или ментальные, психические, и у нас произошла деформация в сознании, в нашем многослойном энергетическом теле. И вот эти деформации, небесная канцелярия так устроена, что внешние события подбираются, чтобы их миллиметр в миллиметр, вот копеечка в копеечку вернуть один в один. И не всегда можно подобрать, потому что мы сложные создаем ситуации и поступки, что один в один имеется в виду не то, что, ну я не знаю, там, допустим, ты шел по луже и случайно обрызгал человеку там брюки или юбку, и это стоило химчисткой ему 38 рублей 25 копеек. И тебе на эту же сумму нужно, чтобы те создали точно такое же неудобство, также испачкав твою вещь. Вот некоторые кармы воспринимают так. Друзья, нет. Или ты задел на стоянке машину и царапнул там бампер, стоимость покраски которой будет там 12 тысяч рублей. И тебе тоже в этом углу царапнут бампер на 12 тысяч рублей. Нет, не так. Это редчайшее исключение из правил. Ту степень удовольствия или боли и страдания, которые мы транслировали в этот мир, которое испытало это существо, человеческое или другое, там, животное, растение, вот эту же степень страдания в том же объеме энергетическом мы должны получить, а событийно это может быть совершенно по-другому выражено. И высшие силы, как их называют, служители кармы, вот подбирают события так, чтобы точечка в точечку мы получили назад. Так как мы это сделать за всю жизнь не можем, это практически невозможно, то деформации в нашем сознании, в нашей энергии, как память, запомнившие это, они остаются и переходят из жизни в жизнь. Большинство людей, основная масса, живет по инерции. И вот те события, которые постепенно подошли, они взрастают, они эти кармические события пожинают, позитивные или негативные. И так как не знают, каким образом проходить этот событийный ряд, то косячат еще больше. И опять надолго или практически навсегда погружаются в колесо сансары, испытывая одно, другое, третье, пятое, десятое событие. Вот. Так вот, когда человек встает на духовный путь, занимается духовной практикой интенсивно, он имеет возможность вот эти события, их называют семена кармы, прожарить, вот, ну, условно прожарить. То есть жареное семечко всхода не дает. И новый подсолнух не осыпется, и тысячи или сотни новых событий не принесет вам, да, которые придется опять проходить. Так вот, те семена, которые созрели, их вам в любом случае нужно будет пройти. Проходить их нужно, чтобы не делать новые кармы, которые новую причинно-следственную связь у вас вызовет. Нужно их проходить на принципах, в йоге это называется яма и нияма. Яма имеется в виду не канавка в земле,
А нияма – это не отсутствие канавки в земле. Это слова такие санскритские, они просто на русские похожи, но пишутся они по-другому. И в основе их это духовные принципы, принципы гармоничной жизни. Из них вышли все заповеди во всех религиях. Вот можете повторить мой 37-летний путь изучения, и вы найдете подтверждение моим словам. Так вот, опираясь на источники, опираясь, соответственно, на изначальные принципы яма и нияма, вы внешние события, положительные или отрицательные, сможете пройти достойно, чтобы не зародить новые семена кармы. А вот те, которые не взросли, если вы не движетесь по инерции, просто как обычная масса людей, а готовы работать над собой, то их можно, условно говоря, прожарить, делая садхану, духовную практику вашей традиции. Тогда, соответственно, они всходов не дадут. Вы деформации в вашей энергии, в вашем сознании компенсируете. И тогда нет необходимости во внешних обстоятельствах. Вам придется пройти только одно, условно говоря, жареное семечко, которое съесть придется. Но это уже маленькое, это уже чуть-чуть. С этим вы легко справитесь. Вот таким образом происходит кармическое очищение человека. То есть у нас есть накопленное из прошлых жизней, то, что мы сделали в этой жизни, причина следствия. Есть созревшая карма, есть несозревшая карма. И есть то, что мы делаем сейчас, предопределяя карму в будущем. Вот опираясь на все эти знания, соответственно, если хотите подробно изучить, курс у меня есть подробный на эту тему. Так же, как и на принципы яма и неяма. Вот хотите гармоничной, счастливой жизни, а этого хотят все. Но нужно правила знать, на что нужно опереться, чтобы жизнь стала гармоничной и счастливой. Что делать, а вот от чего воздержаться, чтобы не обретать страдания. Очень подробно все разобрано. Почитайте литературу, если интересно, пройдите, посмотрите курсы. Вот. Но таким образом, соответственно, происходит кармическое очищение человека, и он сможет изменить свой событийный ряд, создать как минимум гармоничную и счастливую судьбу для себя. Вот все в наших руках в этом смысле, мы творцы своей Вселенной, что мы, создавая предпосылку, сотворим будущий событийный ряд свой, какой захотим. Но для этого нужно знать, на что нужно опираться, на какие законы. Вот. Таким образом происходит духовное очищение человека. Ну и вплоть до того, что когда человеческое существо постигло весь опыт, уже нет необходимости больше проходить опыт на планете Земля, тогда человек устремляется вот к мокше, к полному освобождению. И он, соответственно, интенсивно делает садану той или иной традиции, он просто сжигает все семена кармы и достигает святости, полного очищения и высшей реализации. Нирвикальпа самадхи это называется в йоге. Вот таким образом происходит наше кармическое очищение. Намаскар.